Всем привет! В этом видео я расскажу вам про войска в Castle Story, подробно покажу их характеристики и кратко расскажу об особенностях применения каждого бойца. Начнем с главных характеристик. Это скорость, урон и здоровье бойцов. Цифрами они в игре нигде не показаны, поэтому нам придется измерить их самостоятельно. Первое – это скорость. Ее измерить проще всего. Для этого надо устроить массовый забег на большие дистанции. И вот результаты. Быстрее всех прибежали копники и лучники. От них отстали гренадеры и рабочие. Самыми медленными оказались рыцари, маги и арбалетчики. Чтобы превратить полученные результаты в цифры, возьмем за основу скорость бега рабочего. Мечи, арбалеты и маги бегут на 15% медленнее, а копники и лучники на 15% быстрее. Теперь сравним здоровье бойцов. Цифр нет, придется использовать собственную систему измерения. Назовем ее АВ – арбалетный выстрел. Проверим, сколько арбалетных выстрелов выдерживает каждый боец. И вот результаты. Рабочие, лучники, гренадеры и маги выдерживают по 8 арбалетных выстрелов. Копники и арбалетчики выдерживают 12 выстрелов. Рыцари без щита оказались самыми крепкими и выдерживают 16 арбалетных выстрелов. Прочность щита рыцаря составляет 10 ударов копьем. Теперь самое сложное. Посчитаем урон наших бойцов. Для этого придется сравнить урон разных отрядов между собой. У лучников урон в минуту меньше, чем у арбалетчиков на 10% и больше, чем у магов на 25%. Сила рукопашной атаки всех дальнобойных отрядов равна силе обычного рабочего. У рыцаря урон в минуту в 2 раза больше, чем у рукопашных атак рабочего. Копник бьет на 25% сильнее, чем рыцарь. Урон по камням у копника и у рыцаря одинаковый. Урон в минуту у дальнобойных атак лучника равен рукопашной атаке рыцаря. 3 гранаты почти уничтожают лучника. 4 гранаты почти уничтожают копника. 1 граната сносит 75% щита рыцарю. Переведу все полученные значения в таблицу, чтобы вам было удобнее. Цифры писались на глазок, точность не гарантирую. Вы можете скачать эту таблицу в нашей группе ВКонтакте или взять в Дискорде. Ссылки есть в описании. А теперь перейдем к боевому применению. И первые у нас, конечно же, копники. Самый универсальный отряд в игре. Дешевый и эффективный. Самая большая скорость и самый большой урон. Это очень грозное сочетание. Идеально подходят для стремительных атак. Быстро уничтожают вражеских солдат, рабочих или здания. Могут копать землю и ломать стены. В рукопашном бою уничтожают любой отряд, кроме мечников, а от мечников легко убегают. Если не знаешь, что строить, строй копников, не ошибешься. Рыцари. Крепкие ребята, но дорогие. Прекрасно подходят для штурма вражеских укреплений. Могут поднять щит и отлично танковать дальнобойные атаки вражеских солдат и вардов. Но быстро теряют щит в рукопашной. Также щит можно сбить рыцарю броском гранаты или заманив его в капкан. Рыцарей строить долго, но обычно после строительства армии рыцарей враги долго не живут. Лучники. Самые дешевые войска в игре, не требуют ни железа, ни серы. Отлично подходят для диверсионных операций и для обороны. Крайне чувствительны к контролю и слабы в рукопашной. Во время штурма сильно тупят и стреляют куда угодно, но только не во вражеских солдат. Поэтому на штурм вражеской базы их лучше не брать. Дальность стрельбы лучника на одну клетку больше, чем у варда, но только по диагонали. Поэтому если аккуратно поставить лучников, можно снести вражеские варды без урона для себя. Используя лучников, лучше всего ходить по открытым пространствам, где они могут реализовать свое преимущество дальнобойной атаки, и избегать узких и холмистых мест. Гренадеры или алхимики. Разносят вражеские укрепления за считанные секунды, но также быстро погибают и сами. Хорошо работают в паре с рыцарями, прячась за их щитами от выстрелов вардов. Могут участвовать и в обороне, снося вражеским рыцарям щит. Стоят недорого, но строятся очень долго, из-за того, что каждый блок стекла плавится почти минуту. Гранаты нужно производить отдельно, каждая граната стоит по 5 серы. Арбалетчики. Это отряды, которые дороже всего запустить в производство. Чтобы их построить, нужна кузница, верстак, ткацкий станок и по 4 железа на каждого арбалетчика. Их главная ценность – это дальность стрельбы и разовый урон. Они могут уничтожать варды без вреда для себя, но урон по вардам проходит весьма маленький. Так же, как и лучники, арбалетчики очень чувствительны к контролю и бесполезны во время штурма. Арбалетчики эффективны большой толпой.
Большой разовый урон позволяет вести огонь залпом, не давая врагу возможности отводить раненых. Маги. Самый слабый урон, самая маленькая дальность стрельбы, малое здоровье и большая цена. И все, что мы получаем взамен, это возможность медленно лечить окружающих бойцов. Очень спорный боец. Он может быть полезен либо во время долгих осад, либо во время перестрелок. Его эффективное применение весьма сложно, а цена высока. Поэтому я его обычно не строю. На мой взгляд, лучше, чтобы маг лечил одного бойца, но побыстрее. Тогда он станет полезнее в сетевой игре. Рабочий. Немногие это знают, но их тоже можно эффективно использовать во время набегов или штурма вражеских укреплений. Они очень быстро ломают камни, в 2 раза быстрее, чем копник. Набег рабочих может быть очень разрушительным. Как видите, в этой игре каждый отряд полезен для чего-то своего. Если захотите, подробнее про каждого из них я расскажу в отдельных видео. Если вам понравился такой формат видео и вы не заснули во время просмотра, напишите мне об этом в комментарии. Ваши отзывы очень важны для меня. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Пока.